Белорусская граница больше не под контролем. В России провели инаугурацию нелегитимного президента, а путинская власть украла победу у россиян. Привет, с вами Данута. 8 мая польские пограничники задержали дезертира из России. Польская пограничная служба сообщила о задержании 41-летнего гражданина России, который незаконно перешел белорусско-польскую границу. Пограничники нашли у россиянина при себе военные документы, включая контракт, предусматривающий участие в войне против Украины. Мужчина был одет в гражданскую одежду, оружия при себе не имел. По состоянию на сегодня информации о том, попросил ли россиянин международную защиту в Польше, нет. В отношении мужчины польская сторона предпринимает дальнейшие действия. К делу также подключилось Агентство внутренней безопасности Республики Польша, которое будет выяснять, является ли россиянин дезертиром, иммигрантом или он все-таки шпион. Как по мне, то, конечно, для шпиона слишком сложная история, поскольку нелегально пересекать границу с документами, которые подтверждают участие в боевых действиях против Украины, это как сразу же купить себе пропуск в гости к местной контрразведке. Поэтому считаю, что бегство из армии РФ в Польшу, скорее всего, был единственным выходом для дезертира, который просто-напросто хочет выжить. Потому как время жизни российских солдат в зоне боевых действий измеряется даже не днями, а часами. Тем более, что это далеко не первый случай, когда российские военные дезертируют с поля боя и пытаются скрыться через другие страны. А вот самопровозглашенный диктатор опять подвел своего хозяина из Кремля, так сказать, сделал символически маленький подарок на инаугурацию. Как видим, невзирая на все устрашающие заявления, что граница на замке, а враг не сможет пройти, реальность, как всегда, оказалась абсолютно другой. Ведь если из Беларуси можно пешком выйти, то, наверное, и зайти пешком в Беларусь тоже возможно. Здесь также очень хочется вспомнить об эффекте бумеранга. Просто если постоянно раскачивать тему мигрантов и устраивать каждую неделю по кризису, то пограничники начнут забывать и забивать на инструкции по безопасности. Зачем смотреть за границей, если главная задача – затащить к вратам ЕС и НАТО побольше обманутых людей? Точно так же и власть Лукашенко держится только на том, что большинство убеждено, что все находится под контролем властей. Но на самом деле дыр очень много, и сквозь щели пробивается то, что рано или поздно все изменит. А ковыляющему таракану на параде постсоветских диктатур не удастся ускользнуть. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе честной аналитики. 9 мая давно превратилось для российской власти в пропагандистское мероприятие, а не чествование своих ветеранов. Пока высокопоставленные должностные лица наблюдают парады, оставшиеся в живых участники и пострадавшие от войны доживают в нищете. Страны беднее, чем Россия, намного лучше ценят ветеранов Великой Отечественной войны. В то время, когда ко Дню Победы в России в прошлом году давали по 10 тысяч рублей, в Казахстане выплачивали 260 тысяч, а в Узбекистане 122 тысячи рублей. Власть украла победу у россиян. Торжественные мероприятия в приграничных с Украиной регионах РФ отменены. Путин за последние 2 года полностью уничтожил праздник 9 мая, который является едва ли не главной скрепой российского народа. После разрушения мифа о Второй армии мира умер и миф о Великой Победе. В этом году многие российские города отказались от парадов, а традиционное шествие Бессмертного полка отменено в большинстве регионов РФ. Это наилучшим образом передавало психологическую атмосферу накануне праздника. Не проводили парадов в Курской, Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской областях и других регионах РФ. Массовая отмена мероприятий по всей России объясняется не соображениями безопасности, а тем, что власти стремятся избежать привлечения внимания к масштабам потерь, понесенных российской армией на СВО. 7 мая в России провели инаугурацию нелегитимного президента Владимира Путина. Выборы были проведены с многочисленными нарушениями и отсутствием контроля со стороны мониторинговой комиссии ОБСЕ, поэтому их результат не может быть признан, а Путин – нелегитимный президент.
Ввиду тотальной цензуры и отсутствия свободы слова, в РФ невозможно обеспечить равенство кандидатов в президенты. Отсутствует практика объективного и независимого контроля международных наблюдателей за организацией избирательного процесса и ходом голосования. Российская Конституция не предусматривала возможности для третьего, а де-факто пятого президентского срока, что не помешало Путину внести необходимые для очередного срока изменения, так называемые поправки. Характер изменений и процедурные нарушения, допущенные при внесении поправок в основной закон, подвергают сомнению возможность признания гражданина Владимира Путина легитимным президентом России по истечении срока его полномочий, полученных в 2018 году. Руководство государства, опасаясь конкуренции, уничтожило оппозицию и альтернативных сильных лидеров. Кремль снял с выборов даже своего оппозиционного кандидата Надеждина, миротворческая и антивоенная риторика которого получила неожиданно высокую поддержку среди россиян и могла создать реальную угрозу власти Путина. Путинский режим не отказывается от гангстерских методов и физически устраняет политических оппонентов. В 2015 году убит Борис Немцов, в 2024 – Алексей Навальный. Путин не скрывает, что пытается восстановить сферы влияния в пределах границ бывшего СССР. Его диктаторские амбиции являются угрозой всем суверенным постсоветским странам. Союзники Москвы по ОДКБ сталкиваются с ненавистью и проявлением национальной вражды в России. Ненависть к окружающим государствам и народам давно стала в России национальной идеей. Крокус-Сити Холл обнажил ксенофобскую сущность россиян по отношению к странам Центральной Азии и Кавказа. Русские относятся к народам указанных государств как к людям второго сорта. МИД Таджикистана уже вручала ноту протеста послу РФ из-за массовых случаев проявления негативного отношения к таджикам и нарушением их прав и свобод. Россия всегда недобросовестно относилась к своим партнерам по ДКБ и ЕАЭС, постоянно без предупреждения и разъяснения объявляла о запрете на экспорт сельскохозяйственной продукции. Как показывает практика, товары стран-членов ОДКБ – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан – в полной мере не могли заходить на российский рынок из-за многочисленных искусственных бюрократических преград, создаваемых Россией. Однако российские товары очень активно продвигались и продвигаются на рынке стран ОДКБ, что подтверждает односторонность так называемой интеграции. В целом, пятый срок Путина приведет Россию к еще большему упадку. Пребывание Путина у власти гарантирует продолжение войны, процветание коррупции, бесправие россиян, демографический кризис, безнаказанность репрессивного аппарата, международную изоляцию, исламизацию и радикализацию России. Друзья, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии.